Лучше я сейчас уйду и начну, чем потом старой тупой балериной идти и вновь понимать, как компьютер работает. Нужна драма, нужно показать, какая бедная несчастная девочка. Что удалось где-то урвать, то и было. Я такое все побольше, чтобы какой мешочечек, чтобы купальничек года на 4 хватило. Зритель не виноват, что я не хочу. Люди меняются, сапоги одни и те же остаются. Хоть голубые, хоть зеленые, хоть серо-буро-бледовые в крапинку. Порадуйте себя новой шмоткой. Привет! Видео, которое вы сейчас смотрите, несколько раз находилось под угрозой срыва. Постоянно менялись герои, но, мне кажется, в итоге все сложилось наилучшим образом. Мария Кибанова – балерина, выпускница Пермского училища и директор сети магазинов «Сцена». Ее папа Андрей Кибанов в 90-х начал создавать профессиональную обувь и одежду для танцовщиков. Сейчас семейное дело разрослось до собственной фабрики, 6 магазинов и контрактов с крупнейшими российскими театрами. Думаю, из этого интервью вы узнаете очень много интересного и нового. А еще у нас с Марией есть для вас небольшой, но очень приятный сюрприз, поэтому смотрите внимательно. Твоя мама балерина, папа владелец мастерской и балетного магазина. Можно сказать, что ты ребенок театра, выросший в закулисье? Все детство, получается, я провела в театре, за кулисами. В свое время, получается, у нас была целая тусовка балетных детей, примерно одного возраста, кто-то чуть старше. Нас приводили в гримерку, раздевали, и, собственно, все, мы были предоставлены сами себе. Но главное было, не мешать происходящему. Было очень весело. Здорово. Благодаря этому я с детства, получается, знала там все эти балетные спектакли, как будто бы могла станцевать любую партию. И какой была изнанка того балетного мира? Тебя она, видимо, не пугала и в будущем никак не повлияла на решение идти в профессию. Был в театре очень хороший коллектив. Я не могу сказать, что я была свидетелем каких-то там разборок, еще чего-то. Нет, было как-то все здорово, классно и замечательно. Ты поступала потому, что очень хотела танцевать? Или просто это был понятный и вполне логичный путь? А пойдем тоже сходишь, проверишься. Встречаем по дороге нашего одного из ведущих педагогов мужского классического танца, Сидоров Юрий Михайлович. Он говорит: ой, а что это за толстый ребенок? Это моя дочь, отвечает папа. Какая хорошая девочка. Посмеялись, все здорово, пошли показываться. На тот момент я понимала, что у меня в школе это все хорошо. У меня замечательная английская школа, у нас хороший класс. Мне это ваш балет, но он никуда. Тем более занималась гимнастикой. Как-то оно не входило в мои планы смены деятельности. И я не пошла. Но, учась уже в 7 классе, вдруг ни с того ни с сего я решила, что я хочу стать балериной. То, что ты из балетной семьи, во время учебы помогало или мешало? Считается как? У тебя балетные родители или там приближенные, значит, ты только из-за этого учишься в этом училище. Без них ты никто, звать тебя никак. Спасибо, что у нас был нормальный класс, и это я, мне кажется, услышала только однажды, в самом начале, когда только поступила. После этого мне никто это не предъявлял. Но я знаю что были случаи, что ребята от этого, прям страдали. Ты застала легендарную фигуру Людмилу Павловну Сахарову. Расскажи, пожалуйста, какая при ней была обстановка в училище? А то мы насмотрелись разных леденящих душу документалок. С такой мордой скисла не ходи ко мне в класс. Не нравится — убирайся. Присядь, голову учи, сказала. Здарная дура. На меня броском, страшная девочка ты. Слишком много тебе нужно внимания. Посмотри. Вот что я тебе скажу. Вот дура не танцует. Ты по-русски понимаешь? Или нет? Я тебя спрашиваю. Что я объясняю? Я на всю школу кричу что? Что ты делаешь в это время? Людмила Павловна, правда, создавала очень такую строгую дисциплину, то есть это было. Наверное, она была жесткой, но это все педагоги, мне кажется, все равно жестят. Бывает такое, не без этого. Опять-таки, и сейчас другое время, потому что мы привыкли то, что педагогам теперь нельзя не кричать, не ругаться, не бить, ничего нельзя. Но что нельзя-то? Если ты тупишь и не можешь сделать, то тебя же как-то поправить-то ведь тоже надо.
Вот. То есть, ну почему нет-то? Ну, Вот. дело же не только в этом, наверное. Психологически, если вот это вот, ну, наверное, она перегибала палку. Наверное. Вот. Но это, опять-таки, не только она, но она известная, поэтому про нее и снимали. Громкий фильм «Прекрасная трагедия» твоей одноклассницы Оксане Скорик, ныне балерине Мариинки, на 100% отражает реальное положение вещей? Есть какие-то моменты и правдивые, но это же, так скажем, режиссер же создавал, то есть этот фильм сам. Да, он и снимал очень много видеоматериала, он снимал нас много лет подряд, весь класс. Естественно, в фильм вошло не так много, сколько, но ну реально гигантский архив. И просто очень грамотно это все составлено, чтобы показать, как плохо. Нужна была драма. Чтобы... Нужна драма, нужно показать, какая бедная несчастная девочка, но очень много что приврали, гиперболизировали, что ли, вот так. Там было то, что мы плохо к ней относились. Мы ее травили, там еще что-то. Но у нас, в принципе, был дружный класс. Я крестная у ее сына Остапа. Ну, короче, половина неправда, вот так скажем, ладно. Ты была прилежной ученицей? Я работала, то есть как бы не всегда, я ленивая, то есть когда мне не хотелось, я не делала, то есть, ну, там, не спала, конечно, на уроках, имеется в виду на профессиональных, профильных предметах, но... А на остальных спала? Бывало. Ну как без этого? На первой паре-то кто не любит поспать там в конце, на последней парте, вытянувшись. Да, в стенах училища мы всегда были все погружены в рабочую атмосферу, но там между уроков или там после уроков мы все люди. Ну то есть вот там мы могли там дать себе волю, а в училище нет. Нас всегда считали каким-то суперпримерным классом, но мы таким не являлись. Чем представители пермской школы отличаются от московских и петербургских выпускников? В момент, когда выпускались мы, очень любили пермских выпускников за то, что они очень дисциплинированные и работоспособные. То есть как бы есть координация, еще что-то, то есть можно смело опираться на этих людей, и поэтому это ценилось. Да, у нас, наверное, было меньше данных, чем, например, тут у выпускников МГАХа, там, Вагановки и так далее. По работе в классе наши выпускники довольно хороши. Вот меньше данных, чем в МГАХе? Ну, да, конечно, потому что изначально набирают куда детей? В РБ и в МГАХ. Кто остался? Ферм? Все остальное, все то, что, допустим, бывает, то, что отчисляют детей там, да, также из Вагановки, из МГАХа, ехать куда? В первую очередь едут в Пермь. Если в Перми не взяли, там уже дальше поехали и Казань, и Уфа, и Новосибирск и так далее. Отлично. Конечно, да, критерии никто не отменял, но к нам легче поступить. Ну и из РБ, из МГАХа тоже выпускаются разные кадры. И везде же есть пермская банда, там пермская диаспора, что-нибудь вот такое. Это везде есть. То есть как бы мы все друг друга как-то все равно как бы привечаем. Ну, не знаю, это приятно, когда ты приходишь в театр, и у тебя вот это вот из нашей школы. Это вот особенно если неплохой человек, то вообще хорошо. Почему после выпуска ты выбрала театр Якобсона в Петербурге? В тот момент театром руководил Юрий Николаевич Петухов. Он предложил нам, нескольким девочкам поехать к нему работать. И прозвучала ключевая фраза, почему я поехала. Говорит, будут гастроли в Мексику. Все, продано. 5 лет там отработала, получается, начала при Юрии Николаевиче, а потом пришел Андриан Гурич, вот, получается, и с ним тоже отработала, по-моему, 2 года. И закончив университет, я просто тоже сказала, что спасибо, мне было с вами очень классно, вот, и ушла в семейный бизнес. Ты ушла со сцены очень рано, в 23 года. Некоторые в этом возрасте только карьеру полноценную начинают. Как так получилось? Уже, так скажем, я станцевала то, что могла. Попытаться прыгнуть выше головы, там что-то еще. Зачем? Вот у меня была серия «да не хочу». Вот. Наверное, можно было. То есть как бы были там и возможности, и данные, но желания уже не было. Мне нравилось там испанским лебедином танцевать. Там. Но опять-таки, как его станцевать, не имея вот этой искры, то есть не давая там огня, там вот это вот все, не стреляя глазами, это невозможно. Уже перегорело, да. И я считаю то, что зритель не виноват, что я не хочу.
Уходила ты именно в семейное дело? Я, наверное, всегда знала, что рано или поздно я все равно буду заниматься семейным делом, потому что это семейное дело, я не знаю, это какое-то папино детище, в конце концов. Почему его надо куда-то бросать или еще что-то. У меня в голове сидело то, что лучше я сейчас уйду и начну, чем потом старой тупой балериной идти и вновь понимать, как компьютер работает, не знаю, там кассы, какие-то программы, бухгалтерские, не бухгалтерские. Чем раньше, тем лучше. Собственно, погружаться и все это начинать понимать. Дорогие танцующие, мы с Марией дарим вам промокод на скидку 10% при покупке в любом из филиалов магазина «Сцена» и при покупке в интернет-магазине. Промокод будет действовать до 31 января включительно. В начале 90-х Андрей Валентинович Кибанов, танцовщик народного направления, муж балерины Пермского театра, видел, как непросто было артистам достать качественную профессиональную одежду и обувь. Заручившись поддержкой мастеров, ранее работавших в театре, Андрей Валентинович решил попробовать производить дефицитные балетки и туфли в Перми. В 1995 году он открыл небольшую мастерскую в здании Пермского хореографического училища. Там шла работа над балетками, обувью для народно-характерного танца и пуантами бренда Кибанов. В 2005 году производство переехало в Кунгур, на местную обувную фабрику. После развала предприятия Кибанов выкупил все здание. Теперь фабрика полностью специализируется на создании одежды и обуви для танца. Основу вашего ассортимента составляет танцевальная обувь. Расскажи, пожалуйста, что и для каких направлений вы производите? Мы производим обувь не только для, так скажем, обычной жизни танцовщиков, то есть не только в зал, но также и сценическую обувь. Мы изготавливаем специально для театров по эскизам художников, будь то сложные сапоги или туфли на разных каблуках. Теперь довольно много и национальной обуви, например, там татарские сапоги, ненецкие сапоги, то есть что-то такое. Обувь для новогодних праздников также. У нас Деды Морозы, очень много кто ходит в наших сапогах. И снегурки с ними. Пытаемся зацепить новые направления танцев. Например, вот сейчас вот high heels, там всякие, вот эти вот танцы на каблуках, они все теперь становятся модными. Тоже пытаемся идти в ногу, закупать, пока сами не производим. Стало когда модным танго, мы стали на танго ориентироваться. Вот у нас есть босоножки, которые тоже мы производим для танго. То есть мы стараемся как-то соответствовать. И, наверное, это основное. Ну и стараемся работать с новыми и новыми коллективами. Вся эта обувь, видимо, делается вручную. Каждая пара, она вручную кроится, она вручную собирается на колодке, вручную затягивается, и дальше все процессы эти люди все делают сами. Там, понятно, что машинка это все сшивает, но каждую пару мы делаем отдельно. Существуют мастера, которые специализируются именно на танцевальной обуви. Как вы их находите? Сейчас очень большие проблемы с кадрами, потому что мало вообще людей, которые хотят работать руками. Изначально мастеров, которые именно учатся на изготовлении танцевальной обуви, нет. Мастера проходят обучение, но уже попав на работу. Фабрика вообще находится в Кунгуре. Это у нас пригород. И раньше там была большущая обувная фабрика, которая, к сожалению, развалилась. Было решение принято сделать фабрику именно там, нашу обувную. Вот, чтобы были кадры. В театре есть тоже обувная мастерская, но есть моменты, то, что вот сейчас вот на Сильвию, на премьеру, например, какую-то обувь шьем мы. Для каждого артиста шьется индивидуальный комплект обуви на спектакль? Люди меняются, составы меняются, и бывает то, что не на каждого отдельного артиста отшивается пара обуви, а так, что на спектакль в целом, чтобы просто они были. Соответственно, люди меняются, сапоги одни и те же остаются. У театров уже есть наш примерочный комплект обуви, то есть один раз они его обычно берут, и потом уже, зная размеры, заказывают. То есть там тоже разные колодки, поэтому примеряют разные и балетки, и джазовки. Если, например, это какие-то сапоги, то здесь уже мы тоже просим мерки на каждого отдельного танцовщика. То есть это высота изделия и объемы, там, голенища, икры, свой подъем, но это уже тонкости производства. Почему фабрика Кибанова больше не производит пуанты? Раньше мы производили пуанты, но перестали, потому что технологии шагают вперед очень быстро. Раньше наши цеха пермские и наши тоже мастера делали
так скажем, стандартные пуанты, которые собираются как папье-маше, слой за слоем, то теперь большинство уже балерин делают выбор в пользу пластиковой конструкции. Она более долговечная, то есть можно одну пару сделать и танцевать в ней намного дольше. С одной стороны, это удобно, но с другой стороны, для детей это не особо желательно, потому что все-таки стопы должны развиваться, надо, чтобы стопы умели работать. А на дальнейшее, конечно, и любителям тоже, опять-таки, можно брать такие, уже взрослым любителям, я имею в виду, потому что это удобно, ты одни туфли взял, и в них пожалуйста, всю оставшуюся жизнь ходи, танцуй в свое удовольствие, все будет здорово. Отношение танцующих к своим балетным туфлям, наверное, тоже изменилось? Если раньше все балерины, и ученики училищ, академий, все знали и все умели готовить пуанты, этому всех учили. Так как был дефицит, из пуант 39 размера делали пуанты 35 размера. И ничего не было в этом такого. То есть все знали, как можно ушить, подшить, обрезать, подрезать. Или если вдруг туфли стали маленькие, можно было слегка разрезать и расшить их. Такое тоже можно было сделать. А теперь... что говорить, если многие родители даже просто просят нас пришить ленты, пришить резинки, о том, что штопать тапочки, как было раньше, об этом вообще речи не идет, потому что все уже покупают новую пару. Это намного проще сделать. Интересно, а к вам чаще приходят любители или профессионалы? Основные наши клиенты, на самом деле, это не ученики училищ и не артисты балета именно профессиональные, это именно любители, то есть самодеятельные коллективы, это школы искусств, просто люди, которые занимаются хореографией и танцами для себя. С какими еще необычными запросами, кроме пришивания лент и резинок, вы сталкиваетесь? Есть такое дело, то, что все родители любят, когда такое все побольше, что-то такой мешочек, чтобы купальничек года на 4 хватило. Так не бывает. Это все-таки форменная одежда, которая должна подчеркивать достоинство, чтобы было видно талию, спину, чтобы педагог мог в этом всем разобраться. То же самое с обувью. То, что лапти не надо брать, надо брать то, что по ножке, или это все, чтобы стопочка облегала. Это же тоже облагораживает и делает полностью всего тебя лучше. С этим наши, опять-таки, продавцы, которые прямо молодцы, они с этим помогают, пытаются бороться. Естественно, не всегда это получается, потому что клиент всегда прав. Поэтому... Но у нас есть такие специалисты. Вы ведь также отшиваете и одежду, купальники, юбочки, футболки, брюки, пачки. Раньше в основном одежду на массовку мы закупали, теперь мы это все можем сделать сами. У нас есть, например, ряд стандартной модели купальника, как база. Это черное, белое цвет, иногда розовый для малышей. И черный-белый цвет – это стандартные купальники, бретелька, майка, короткий рукав, 3/4 и длинный. Все, что цветное, теперь много уже и училища берут себе цветные купальники. Если раньше все ходили, первые классы, маечка или бретелечка, чем старше, тем уже и рукав менялся, и можно было уже цветные купальники носить. Это в наше время, например, было. Что удалось где-то урвать, то и было. Сейчас уже с малых лет кто во что горазд, то есть хоть голубые, хоть зеленые, хоть серо-буро-малиновую крапинку. Это тоже мы можем, но это мы можем сделать под заказ. Куча вариантов ткани появляется, еще что-то, соответственно, с этим ассортимент расширяется. Вы сотрудничаете с огромным количеством театров и артистов. Как удалось выстроить эти связи и завоевать репутацию? Сарафанное радио – это прям основное, потому что где тебе это сделали, а что где взял, это всегда работает. Несмотря на все соцсети, не соцсети, все равно личная рекомендация – это всегда намного лучше, чем ты то, что откуда-то понаслышался. Когда мы открывали магазин в Питере, им изначально занималась я и моя мама. Мы вдвоем открывали. Мама тоже бывшая артистка балета. Она работала и в Перми уже после завершения карьеры в магазине. И мы вместе поднимали магазин в Питере. Благодаря моим связям, получается, мой театр, и кто-то уже где-то преподавал, уже и были клиенты. То есть одни из первых. И ребята работают в разных театрах. Мы элементарно даже объявления могли повесить в эти театры. То есть то, что, приходите, новый магазин. Сколько сейчас магазинов «Сцена»? В каких городах есть ваши филиалы? У нас 6 магазинов.
Это Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань и Йошкар-Ола. Мы всегда стараемся открываться там, где есть училище, где есть театр. И чтобы нас было проще найти, мы встаем как раз-таки около театра. Например, как в Перми, вот мы через дорогу. В Питере мы в переулке Крылова, это тоже там квартал от Академии, и в соседний буквально дом с Александринским театром. В Екатеринбурге у нас тоже квартал от магазина. В Челябинске единственное, надо переехать. Казань тоже соседний квартал от театра. Йошкар-Ола мы прямо в театре находимся, то есть у нас вход просто с другой стороны. Все везде рядом с театром, для удобства покупателей. А почему нет магазина в Москве? Москва очень большая. Мы не знаем Москву, мы не москвичи, и, к сожалению, наверное, особо спросить-то тоже не у кого. В Москве другие суммы и зарплаты, и аренда. У нас была какая-то попытка, у нас знакомые открывали некий филиал, который работал только так, по звонку, там, с какими интернет-заказами, но так, я думаю, не очень получится, особенно без особой рекламы, это никак. Вот. Да-да-да, сейчас благодаря этому, москвичи, надо понимать, насколько это все будет целесообразно. Вот. Немножко, поэтому есть опасения. Но очень хочется, на самом деле. Посмотрим, может, все-таки когда-то мы это сможем реализовать. Это интервью, как и вся моя поездка в Пермь, не состоялись бы без помощи одного прекрасного человека. Татьяна Левченкова создает уникальные изделия из фарфора. Являясь поклонницей балета, Татьяна в своем творчестве нередко обращается и к образам балерин. Ее работы можно найти в пермском магазине сети «Сцена», а также заказать онлайн на страницах мастера. Все ссылки я оставлю в описании. Татьяна, спасибо вам большое.